Стеклянная башня Orion Technologies возвышалась над городом, отражая в полированных фасадах утренний свет. Внутри царила атмосфера дисциплины и скрытого напряжения. Сотрудники двигались быстро и бесшумно, словно механизм, настроенный на идеальную точность. В центре этого механизма находился вице-президент по оперативной деятельности Маркус Дайер. Его отдел давно стал местом, где страх и высокомерие заменяли лидерство. Никто не бросал ему вызов. Отдел кадров предпочитал не вмешиваться, юристы закрывали глаза, а генеральный директор редко появлялся на этом этаже. Поэтому, когда утром появилась новая стажерка, Маркус почти не обратил на нее внимания. Хелена Моррис казалась тихой, аккуратной, незаметной. Она села в дальнем углу, включила ноутбук и ровно включилась в работу, без лишних слов, без попыток выделиться. Но никто в отделе не знал правды. Под именем Хелены Моррис скрывалась Хелена Картер, дочь основателя и генерального директора компании Ричарда Картера. Она пришла сюда не учиться, а наблюдать. Ее целью было понять, почему отдел Маркуса год за годом демонстрирует токсичную атмосферу, и убедиться, насколько далеко зашла его власть. За несколько дней она увидела все, что хотела. Маркус унижал начинающих специалистов на общих собраниях, присваивал себе результаты чужой работы, а тех, кто просил поддержки, оставлял без нее. Каждый его шаг был пронизан уверенностью, что никто не решится перечить ему. Хелена молча фиксировала все: резкие команды, крики, издевки, угрозы. Она собирала доказательства. Кульминация наступила в пятницу утром. Маркус созвал всех на совещание, чтобы разобраться в отчете, который, по его мнению, был исправлен без его ведома. На первой странице стояли инициалы Х.М. Не скрывая раздражения, он потребовал объяснений. Хелена спокойно поднялась и попыталась изложить найденные несоответствия, но Маркус не позволил ей закончить. Для него она была всего лишь стажеркой, идеальной мишенью. Он подошел, взял стоявшую рядом кружку с остывшим кофе и, не колеблясь ни секунды, вылил ее содержимое ей на голову. В отделе наступила оглушительная тишина. Никто не осмелился вмешаться. Все лишь наблюдали, как темные капли стекали по ее волосам и одежде. Маркус ухмыльнулся и приказал ей прибрать за собой и освободить стол. Хелена не дрогнула. Она достала телефон, нажала кнопку и положила устройство на стол. Комната наполнилась спокойным голосом Ричарда Картера, который спрашивал у Маркуса, по какой причине тот только что облил кофе его дочь. Цвет лица Маркуса изменился. Он не мог понять, что происходит, и только беспомощно оглядывался по сторонам. Голос из динамика сообщил, что руководство слушало все совещания отдела 3 недели. Дверь кабинета распахнулась, и внутрь вошли сотрудники отдела кадров, юристы и представители корпоративной безопасности. Один из них передал Маркусу уведомление об увольнении по уважительной причине, вступающее в силу немедленно. Никаких обсуждений не последовало. Когда его вывели, Хелена обвела взглядом оставшихся сотрудников. В комнате царили недоверие и облегчение. Люди, которые годами не смели говорить, впервые почувствовали, что их услышат. Она спокойно заявила, что отныне работа отдела будет строиться на честности и профессионализме, а не на страхе. Таланты и усилия получат признание, голоса – значение. К вечеру компания опубликовала официальное заявление о масштабном пересмотре руководящих должностей. Несколько менеджеров лишились своих постов, начались внутренние проверки. Видео с унижением, случайно попавшее в сеть, стало символом изменений, а имя Хелены Картер – знаком новой корпоративной этики. Спустя несколько недель она стояла на трибуне рядом с отцом, который стал президентом обновленной компании. Перед журналистами Хелена говорила спокойно и уверенно. Ее целью никогда не было наказание. Она хотела увидеть, что страх делает с людьми, и помочь тем, кто годами не мог сказать о несправедливости вслух. Она заявила, что уважение – не привилегия, а фундамент, на котором строится любая организация. И если власть не защищает людей, которые на нее работают, такая власть ничего не стоит.